Всем большой привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. В этом видео мы с вами начинаем вязать вот такого зайчика. Весь он у меня в кадр не помещается, потому что зайчик крупненький. Его рост составляет от ножек до кончиков ушек 36 сантиметров. Если вы будете делать ножки более круглыми, я покажу, как это сделать, то рост зайчика будет еще на пару сантиметров больше. Вот так он выглядит у меня без одежды. В комплекте к этому зайчику идет еще съемная одежка. Это вот такая футболочка и вот такие объемные шортики. Сейчас я это все примерю и вам обязательно покажу. Вот так выглядит зайчик в одежке. Комплект идет только из шортиков, платьица у зайки нету, сразу опережая ваши вопросы. Теперь давайте более подробно расскажу вам о материалах, необходимых для вязания. Самого зайку я вязала из пряжи Himalaya Dolphin Baby. 100 грамм, 120 метров. Также подойдет Ярнард Дольче и все похожие аналоги. Расход у меня получается 1,5 моточка, но я вяжу очень плотно. Если вы вяжете немножко послабже, у вас уйдет примерно 2 мотка. Крючок я использую 4 миллиметра. Дальше, что нам еще потребуется? В первом варианте зайки, которого я вам сейчас показываю, я использовала обычные пластиковые стельки, вырезанные из крышечек. По желанию, если захотите такие же ровные ножки, то найдите себе какие-нибудь пластиковые детальки, из которых их можно вырезать. Можно же не использовать. Я покажу это в том моменте, когда мы будем сами ножки вязать. Дальше. Носик у меня идет размером 1,2 сантиметра на сантиметр. Носик клеевой я использую, потому что у зайчика идет утяжка, и если сделать заранее носик на безопасном креплении, потом эту утяжку делать сложно. Поэтому лучше использовать обычный клеевой. Глазки уже на безопасном креплении, их размер 20 миллиметров. Еще понадобится черная ниточка для вышивания бровок, ресничек и полосочки на мордочке. Одежду я вязала из пряжи Yarnard Jeans. 50 грамм, 165 метров. Думаю, если вы вяжете игрушки, то вы уже давно знаете эту пряжу, поэтому показывать моточек не буду, потому что у меня нет даже этикетки. На штанишки у меня ушло примерно около 40 грамм. Вяжу я крючком 2 миллиметра, а на маечку ушло уже не так много, там достаточно будет 1/4 моточка. Также у меня здесь использованы пуговички размером 8 миллиметров. Можно использовать до сантиметра, думаю, будет нормально. 3 штучки. И еще нужно будет какое-нибудь приспособление для укрепления шеи. Это могут быть ватные палочки. Это может быть палочка деревянная, которая используется для суши. Либо корпус ручки без стержня, что-нибудь в этом роде. Кому что удобнее использовать. Основные моменты я вам рассказала. Если какие-то возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, я постараюсь вам на все ответить. В первой части мы сейчас с вами свяжем ручки и свяжем ножки. Дальше во второй части свяжем туловище, голову. А в третьей части мы уже свяжем ушки, свяжем вот этот милый забавный хвостик и полностью оформим зайчика. Ну а дальше уже останется связать только одежку. Приступаем к началу ручек. Всем приятного вязания! Давайте начнем вязание с верхних лапок или ручек. Делаем кольцо амигуруми.
В это кольцо мы набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий столбик. Теперь на этом моменте я уже подтягиваю колечко, немножко его затягиваю. Четвертый, пятый и шестой столбик. Теперь уже можно окончательно затянуть кольцо. Ниточкой я обозначаю конец ряда. Можно делать это маркером, но маркер оставляет обычно дырочки, которые мне потом видны и не нравятся, поэтому я использую всегда тоненькую ниточку. Дальше вяжем следующий ряд. Нам нужно провязать 6 прибавок. То есть в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика без накида. Первый столбик. В эту же петлю провязываем второй столбик. И так в каждую петлю по 2 столбика. В итоге у нас получится в конце ряда 12 столбиков без накида. Закончили этот ряд. Следующий у нас идет третий. Мы провязываем 1 столбик без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. Вяжем столбик без накида в следующую петлю. Прибавка. Далее снова вяжем столбик без накида в следующую петлю. Прибавка. И так до конца ряда еще 4 раза. В итоге у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязали. Дальше 4 и 5 ряд провязываем по 18 столбиков без накида. То есть в этих рядах нет ни прибавок, ни убавок. Просто провязываем по кругу 2 ряда. В шестом ряду мы вначале провязываем подряд 3 убавки. Убавку я провязываю, захватывая только переднюю полупетельку. Ввожу крючок под первую и сразу же ввожу крючок под вторую полупетлю. Вытягиваю и провязываю убавку. Точно так же вяжем второй раз убавочку, захватывая только передние полупетельки. И третий раз. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 12 столбиков без накида. Первый, второй, 11 и 12 столбик. Следующий ряд 7. Мы также провязываем подряд 3 убавки. Первая, вторая, и третья. Дальше до конца ряда провязываем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый,
5, 6, 7, 8 и 9 столбик. В общем, у нас получилось в этом ряду 12 столбиков. Уже можно нижнюю часть наполнять. Получается, наполнителя я добавляю только в нижнюю часть, вот именно до этого ряда, который мы сейчас провязали. Дальше у меня уже ручка идет полностью пустая. Для того, чтобы потом она сильно не торчала, если добавить много наполнителя, она потом при ввязывании просто будет торчать вот так. А нам надо будет, чтобы ручка так аккуратненько, красиво легла вдоль туловища. Следующие ряды с 8 по 18, это получается 11 рядов, нужно провязать просто по кругу по 12 столбиков без накида. Вот что у нас получилось. Провязали мы 11 рядов. Дальше вяжем следующий ряд 19, провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Вяжем убавку. Далее провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Снова провязываем убавку. И довязываем до конца ряда еще 2 столбика без накида. Первый и второй. У нас получилось сейчас по кругу 10 столбиков. Теперь нам нужно их сложить и провязать вместе. Но перед тем, как провязывать вместе, нам нужно будет провязать дополнительное количество столбиков, разное для левой и правой ручки. Для того, чтобы потом при ввязывании одна ручка у нас смотрела в эту сторону, а вторая ручка смотрела вот в эту. На той ручке, которую вы вяжете в первую очередь, вот только начали, первую связали, вяжем 1 столбик без накида, и складываем пополам. Вот что должно получиться. Вот так смотрит ручка вовнутрь. Чуть-чуть наискос она будет вот так. Посмотрите, может быть, вам нужно будет провязать 2 столбика. Вязание у всех смещается по-разному, поэтому добавляйте нужное количество столбиков и сверяйте, чтобы ручка была вот в таком же положении. Отрегулировали, сколько столбиков нужно провязать. И теперь уже вместе, захватывая первую петлю и сразу же петлю под нашей ниточкой рабочей, вот она здесь, не потеряйте ее, эту петельку, иначе не хватит петель для того, чтобы провязать сейчас вместе 5 столбиков без накида. Вяжем первый столбик. Дальше также складывая деталь пополам. Второй столбик. Третий. Четвертый. И пятый. Делаем воздушную петлю, вытягиваем ниточку, можно покороче, длинный хвостик оставлять не нужно, потому что ручки ввязываются. Все, первую мы связали. Вот так должна выглядеть именно первая ручка. Вот она смотрит, получается, в левую сторону. Дальше показываю
как вязать вторую ручку. Закончили мы ряд 19. Теперь на второй ручке я провязываю не один столбик, а 3. Первый, второй и третий. Для того, чтобы ручка развернулась в правую сторону. И получится у нас вот так. Дальше уже точно так же делаю. Складываю детальку пополам и провязываю вместе 5 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый и пятый. Все, воздушная петля, ниточку обрезаем. Все, ручки вяжутся одинаково, за исключением только последних столбиков. Следующим этапом мы будем вязать ножки. Вот у этого первого зайчика для ножек я использовала пластиковую стельку, поэтому они такие плоские снизу. Во втором же варианте я решила попробовать без стелек, и ножка получилась вот такая, кругленькая. И они отличаются. Со стелькой она смотрится чуть пониже, сама ножка, но при этом пошире. Выбирайте сами, как вам больше нравится. Начинаем мы вязание с того, что набираем цепочку из 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вязать начинаем со второй петли от крючка. Вот здесь у нас первая. Мы ее пропускаем, начинаем вязать со второй. Провязываем 4 столбика без накида. Первый столбик провязали в следующую петлю. Второй. Вяжем, получается, по одной стороне цепочки сейчас. Третий столбик. Четвертый. Остается у нас одна петля. В эту петлю мы провязываем 3 столбика. Первый, в эту же петлю второй столбик, и в эту же петлю мы вяжем третий столбик. Дальше вязание у нас разворачивается благодаря вот этим 3 столбикам в одну петлю. И мы вяжем по второй стороне цепочки. Здесь у нас осталось 4 петли. В первые 3 мы провязываем столбики без накида. Первый, второй, третий столбик, а в четвертую петлю мы провязываем прибавку. Первый столбик и сюда же второй. Вот что у нас получилось. 4 столбика без накида, 3 в одну, по второй стороне цепочки 3 столбика без накида и 1 прибавка. Отмечаем, где у нас заканчивается ряд. Всего сейчас у нас получилось 12 столбиков. Дальше вяжем второй ряд, провязываем прибавку. Три столбика без накида. Первый, второй,
третий. Дальше мы подряд вяжем 3 прибавки. Первая прибавка. Вторая. Третья. Далее провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И подряд провязываем 2 прибавки. Первая, следом вторая. Закончили второй ряд, получилось у нас по кругу 18 столбиков. Дальше мы вяжем третий ряд. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем прибавку. Далее 3 столбика. Первый, второй, третий. Далее вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Второй раз столбик без накида, в следующую петлю прибавка. И третий раз столбик без накида, прибавка. Дальше провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. И провязываем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый раз столбик, прибавка, и второй раз столбик, прибавка. Сейчас у нас получилось по кругу 24 столбика. Провязываем 4 ряд. Вяжем 2 столбика. Первый, второй, прибавка. 3 столбика. Первый, второй, третий. Далее провязываем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Первый столбик, второй и прибавка. Первый столбик, второй, прибавка. И третий раз. Первый столбик, второй, прибавка. Дальше вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. Провязываем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый, второй, прибавка. Первый, второй и прибавка. Довязали ряд до конца. Получилось у нас 30 столбиков. Следующий 5-й ряд нам нужно провязать за заднюю полупетлю. Переднюю мы оставляем, вводим крючок только за заднюю полупетельку. И вяжем столбики без накида. Всего должно получиться 30. Первый столбик, второй. Вот здесь у нас остается такая косичка из передних полупетелек. Третий, четвертый, пятый, шестой,
провязали. Именно этот ряд провязали за заднюю полупетлю. Дальше следующие ряды мы уже вяжем, как обычно, захватывая полностью столбик. Вяжем 6, 7 и 8, всего 3 ряда по 30 столбиков без накида. На этом моменте уже можно вставить стельку. Я, как уже говорила, этого делать не буду, но вы можете вырезать, чтобы она была размером примерно по вот этот ряд, где у нас остались передние полупетельки. Провязали 3 ряда, вот такая деталь получается. Это если без пластиковой подложки. Дальше мы вяжем следующий ряд, 9. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и провязываем подряд 6 убавок. Также за переднюю полупетельку, как и вязали в ручках. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И 6. Далее довязываем до конца ряда 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Всего у нас получилось сейчас 24 столбика в ряду. Следующий мы вяжем 10. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И снова провязываем подряд 6 убавок. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И 6. И довязываем до конца ряда 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. Получилось у нас в этом ряду 18 столбиков. Следующий вяжем 11. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Подряд провязываем 3 убавки. 1, 2, 3. И довязываем до конца ряда 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1/8. Можете уже наполнять деталь ножки. Я это буду делать чуть позже, потому что мне на камеру иначе будет неудобнее вязать, но вы уже можете добавить. Сейчас у нас получилось 15 столбиков. В следующем ряду мы уже вяжем прибавки. Ряд это у нас получается 12. Провязываем 2 столбика без накида, прибавка. И так повторяем 5 раз. Вяжем первый столбик, второй, в следующую петлю провязываем прибавку. Снова также вяжем первый столбик, второй, в следующую петлю прибавка. Первый, второй и прибавка. 3 раза провязали и еще 2 раза. Первый столбик, второй, прибавка, первый, второй и прибавка. Все, провязали этот ряд. У нас в итоге получается 20 столбиков без накида. Следующий с 13 по 17 ряд, это получается 5 рядов, провяжите по 20 столбиков без накида. Провязали мы эти 5 рядов. И дальше показываю, нам нужно сделать так же, как мы делали на ручках. Но только здесь мы ножки выравниваем, чтобы они смотрели не в бок куда-нибудь. Ну, хотите, можно вовнутрь, но я делаю так, чтобы они смотрели прямо. Берем ножку, которую мы связали вот в первую очередь. Только начали вывязать ножку, и это первая. Складываем ее пополам. Вот здесь у меня закончился ряд. На этой первой ножке нам нужно распустить лишние петельки в этом ряду до боковой стороны. Всего у меня получается лишних 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы вязание заканчивалось вот с этой стороны. Ножку вы держите носиком к себе. 7 столбиков убираем, провязываем соединительную петлю и ниточку обрезаем покороче. На второй ножке также складываем пополам, но теперь считаем столбики в эту сторону. Получается, в эту сторону мне нужно провязать 1, 2, 3 столбика. У вас может быть чуть больше или чуть меньше, смотрите по своему вязанию, насколько сильно оно у вас смещается. Так, вот я провязываю первый столбик, второй и третий. Все, просто ниточку вытягиваем, не обрезаем, потому что будем потом вязать дальше. Вот так должны у нас получиться ножки. Заканчивается вязание на обеих ножках во внутренней стороне. В следующей части мы уже с вами продолжим вывязывать из этих ножек туловище